Добрый день! Рад приветствовать вас на канале. У меня для вас хорошая новость. Закончена третья и последняя часть главы о светлых стихиалях, и в этот раз она посвящена великим стихиалям. Для тех, кто не знаком с Розой Мира и не смотрел предыдущие видео, нужно сказать, что стихиали — это светлые духи природы. Они пребывают в окружающем нас мире и связаны с реками, деревьями, облаками, горами и другими стихиями. В предыдущих частях мы говорили о таких стихиалях, которые можно условно назвать малыми, но малыми в планетарном масштабе, поскольку сегодня речь пойдет о существах, имеющих более глобальное значение. В древних религиях они были известны в качестве богов воздуха, воды, огня и других. И сегодня мы поговорим об этих существах более подробно. Такова сакуала малых стихиалий. Малых, конечно, не в сравнении с людьми. Многие из них гораздо могущественнее отдельного человека. Но в сравнении с сакуалой других, с восходящей лестницей стихиалий верховных, с рядом подлинных планетарных божеств, это властелины. Малые стихиали радостно трепещут от их дыхания. Большинство из них прекрасные, высокоблагие существа невыразимого величия. Но о ландшафтах этих слоев говорить почти невозможно, как и о форме этих великих существ. Каждый из них присутствует одновременно во множестве точек своего слоя. Царь благословляющих крыльев, Ваюн, воплощенный дух воздушного океана, распространяет свое владычество от крайних пределов атмосферы до самых глубоких пропастей. Его брата-царя оживляющих вод, кажется, его другое имя Вларол, почитали еще греки под именем Посейдона, римляне под именем Нептуна, но глубже всего поняли благость и космичность его существа вавилоняне, почитавшие хранителей хозяина мировых вод великолепным культом. Оба духа несут вечную стражу у истоков жизни на всей земле, не только в Энрофе, но и во многих других сакуалах. Оба древни, как вода и воздух, и безгрешны, как они. Еще древнее третий из братьев Повурн, царь пылающего тела, ибо под верованиями в Плутона и Яму древних таится глубочайшая реальность. Этот устрашающий властелин подземных магм не есть слуга Гактунгра, однако его преображение предстоит, кажется, позже всех, в конце второго эона. Есть и четвертый великий брат, младший, Заранда, воплощенный в своем иноматериальном слое, царь всех животных царств. Трагическая история животного царства в Энрофе наложила отпечаток глубокой, воистину мировой скорби на его лик. И как не объясняли бы историки символику египетского сфинкса, метаистория всегда будет видеть в нем эмблему того, кто совмещает в себе природу великого зверя с мудростью выше человеческой. Верховных стихиалий 7. Две божественные сестры делят между собой остальные сферы могущества. Эстира, царица вечного сада, госпожа растительных царств Шаданакара, и Лилит, всенародная Афродита всех человечеств. Значение Лилит в нашем существовании необозримо велико. Как и у всех верховных стихиалий, мир ее обитания несоизмерим ни с какими нашими формами и неописуем,
а ее собственный облик необозрим. Ее иноматериальное тело едино присутствует во множестве мест ее слоя, и лишь в отдельных случаях она принимает образ, который может быть воспринят духовным зрением человека. Хотя я не знаю механизма этого процесса, но знаю, что без участия Лилит невозможно формирование ни одного тела в мирах плотной материальности. Исключение составляют животные, виды которых формируются зарандой. Во всех же остальных царствах эта деятельность выполняется Лилит. Она формирует цепь рода как в человечестве Энрофа, так и у даймонов, и в мирах демонических, у раруггов и игв, и у обитателей Дуггура. Каждое плотно-материальное тело, создаваемое при ее участии в мирах темных, есть Каррох. Вот почему она заслуживает вполне наименования «воятельницы нашей», и не только нашей плоти. Потому же с ее бытием и воздействием неразрывно связана у человека сфера половых чувств. Она всегда надстоит над всяким актом человеческого соития, и пока плод вынашивается в чреве, она всегда здесь. Некогда, в глубочайшей древности, эта стихиаль стала супругою первоангела, того величайшего духа, что сделался логосом Шаданакара. Это было во времена творения ангельских слоев, и Лилит стала праматерью этого первого человечества. Но Гактунгар сумел проникнуть в мир Лилит, в ее тончайшее материальное тело, и оно восприняло в себя некий демонический элемент. Это была катастрофа. С тех пор все цепи рода, формируемые ею, будь то в мирах титанов, даймонов или людей, воспринимают в себя нечто от этого элемента. Освобождение Лилит от Эйцехоры будет возможно, по-видимому, лишь во втором ионе. Первая и последняя из верховных стихиалей — мать всем остальным, и не только им, но и всему существующему в Шаданакаре, всякой стихиале, всякому зверю, человеку, даймону, ангелу, демону и даже великим иерархиям. Неоскудевающая лона, она есть то, что творит эфирные тела всех существ, а в творении их астральных тел участвует наряду с их личными монадами. Ей свойственна неистощимая теплая любовь ко всем, даже к демонам. Она тоскует и скорбит о них, но прощает. Мати называют ее все, даже ангелы мрака и чудовища Гашарвы. Она любит всех, но благоговеет лишь перед наивысшими иерархиями Шаданакара, в особенности перед Христом. Оплодотворяет же ее солнце. И в Энрофе, и в собственном неописуемом мире ее оплодотворяет этот великий ослепительный дух. Людей, их душевное состояние, их внутренний образ она воспринимает, она слышит, она отзывается на призыв нашего сердца, отвечает через природу и любовь. Да благословится ее имя. Ей можно и должно молиться с великим смирением. Да благословится дочь земли и солнца, прекрасная луна, и трижды благословится солнце. Все мы когда-то пребывали
и будущим нашим телом, и будущей нашей душой, вместе со всем Шаданакаром в его пречистых недрах. О великий Бог-светоносец! Тебя славили в храмах Египта и Эллады, на берегах Ганга и на зиккуратах Ура, в стране восходящего солнца и на далеком западе, на плоскогорье Хант. Мы любим тебя все, и злые, и добрые, мудрые и темные, верующие по-разному и неверующие, те, кто чувствует твое сердце, неизмеримое в своей благости, и те, кто просто радуется свету твоему и теплу. Твоя ослепительная элита уже сотворила в Шаданакаре лестницу лучезарных слоев, и по ней изливает ниже и ниже в миры ангелов, в миры стихиалий, в миры человечества каскады духовных благ. Прекрасный дух, зачинатель и отец всякой плоти, зримый образ и подобие солнца мира, живая икона единого, позволь и мне влить никому, кроме тебя, неслышный голос во всеобщую тебе хвалу. Люби нас, сияющий.